Эх, вот такая вот у нас пауэрстанция FuzzyBot F1200. На 1024 ватт-часа емкости и 1200 ватт мощности. С двумя розетками типа свинка Пеппа. Ну, все остальное сейчас посмотрим. Короче, ребят, вот такая вот пауэрстанция на литий-железофосфатных батареях. Недорогая пауэрстанция, очень важно, потому что в ней, например, убрали такую функцию, вернее, ее изначально не добавляли, как расширение дополнительными батареями, ну, например, как у того же All Powers, да, там, либо у EcoFlow, где можно там обыкновенную лиферовую станцию на 1 киловатт прокачать, например, All Powers до 4,6, а тот же самый, например, EcoFlow до 2,5 или до 3,5 киловатт, или до 3,3. А здесь этого нельзя. Тут, конечно, убрали много функций. Не сделали, например, приложение. Нет, например, беспроводной зарядки. Но то, что это лиферовая пауэрстанция заслуживает внимания, это факт. Потому что соотношение цены и емкости, и еще и технологий с быстрой зарядочкой очень даже интересный. Что я сейчас предлагаю? Мы сейчас с вами посмотрим, что на ней есть. Давай, лисица, показывай поближе. Смотрите, у нас есть экранчик. Есть кнопка «Главное включение». Вот, пожалуйста, есть экран, где у нас есть вход по мощности, расход 50 Вт. Есть у нас блочок USB, отдельно включающийся, поддерживающий Quick Charge 3. Power Delivery одна 100 Вт, другая 20 Вт. Есть блок DC автомобильный. Вот он, пожалуйста. Правильно закрывающийся крышечкой. Да, с правильно закрывающейся крышечкой сверху, чтобы не попадала влага. Хотя здесь, видишь, не закрывают, опять же, как на All Powers. Но есть у нас очень классная штука, которая позволяет регулировать, скорость заряда. Обычно это необходимо для, скажем так, обеспечения определенного уровня тишины, либо обеспечения, например, безопасности, если у вас ограничена мощность. Но об этом мы еще чуть позже поговорим. У нас есть, видите, системы охлаждения активные. Есть у нас две розетки типа свинка Пеппа, которые включаются отдельно. У нас есть даже фонарик, нифига себе, с различными функциями SOS и тому подобного. И вот есть у нас, видите, заряжать можем через вот такую вот вилку 220. Есть у нас для зарядки, например, через автомобильный. Здесь автомобильная зарядка есть в комплекте. Сейчас мы комплект вам покажем. И плюс солнечную батарею можно сюда подсоединять. Тоже вам покажем, как заряжается. И есть предохранитель. В комплекте вот такой вот кабель питания, очень качественный, для быстрой зарядки подходит. Теперь вот такая вот сумочка. Коробку показывать не буду, никому это не интересно. У нас тут есть кабель для подключения к солнечным батареям. Вот с такими вот у нас. Вот такого вот стандарта. Тоже, я же вам говорю, видите, как мы будем заряжать. И есть автомобильная зарядочка, что тоже очень неплохо. До 96 Вт, пожалуйста, мы будем получать. Что мы делаем сейчас? Мы сейчас с вами перейдем, посмотрим, сколько она стоит, где мы ее покупали. Покупал я ее в Европе через NP Shopping в Украину. И посмотрим цену и поговорим про промокоды, насколько дешево мы ее можем взять. А потом мы с вами перейдем на более интересные тесты. Воу-воу-воу, фирменный сайт FuzzyBot F1200, есть еще разные модели F2400, F3600 Pro, я все ссылки разместил в описании под видео, заказывал через NP Shopping на Польшу, в Украину, очень все быстро дошло, при том, что нет растаможки, сейчас не нужно платить таможенные платежи и все, то есть и цена. Давайте так, начнем с цены. FuzzyBot F1200 на 1200 Вт мощности и 1024 Вт-часов емкости с купоном на 70 евро, который вот я здесь разместил, вы можете, ну не я разместил, они разместили, но в описании под видео, если вдруг этого купона нет, вы можете купить с другим купоном, который там 100% уже есть. Сейчас он в преордере, его нужно ждать до 28 октября, если вы 28 октября, после 28 октября, то он уже есть в наличии, потому что пауэрстанция очень, скажем так, популярная. И с купоном он выйдет вам 529 минус 30 евро, еще ордер дискаунт 499 евро. Извините меня, total saving 100 евро. И выйдет это, кстати, 22 455. Я вам скажу, это очень шикарная цена, ни один барыга на OLX вам не даст такую цену. При том, что вы еще заплатите, пускай за доставку на NP Shopping пару тысяч гривен, все равно это будет дешевле. Смотрите, дальше. Пойдем по характеристикам для начала, а потом уже пойдем по тем фишкам, которые они нам заявляют.
Расположение портов мы с вами уже видели. 1024 ватт-часов емкость. Литий-железофосфатная батарея лиферовая. 4000 циклов зарядки до 80% деградации. И BMS-инвертор стоит, который позволяет нам получить защиту от разных, скажем так, угроз, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. Две розетки 220-240 вольт 50-60 Гц, чистая синусоида, максимально 1,2 кВт, а в пике 2,4, если есть, допустим, у какого-то вашего прибора пиковое напряжение, то он это выдержит 2,4 кВт. 96 Вт максимально у нас розетка. Розетка автомобильная, 18 Вт Type-A и 100 Вт максимально у нас на одной Type-C, на другой 20-очка. Теперь вход. У нас можно заряжать 1000 Вт максимально, вы сейчас видите вставочку, он на 1000 Вт спокойно гоняет, вообще не вопрос. Солнечная батарея. Вы тоже сейчас видите вставку, как мы на солнечной батарее его заряжаем. И практически при отсутствии солнца мы на 200-ваттной солнечной панели заряжаем ее там около 90 Вт. Это тоже хороший показатель. И плюс через порт зарядки автомобильный мы получали 96 честных Вт. Вместе, если вы будете заряжать солнечную батарею плюс, допустим, розетку, то вы получите 1200 Вт. Тут нам больше нечего смотреть. Давайте посмотрим основные фишки. Так. За 49 минут от 0 до 80, это как рекомендуется заряжать аккумуляторы для сохранения емкости, ну при 4000 циклах зарядки на лиферовой батарее, то вообще можно не морочиться. За 60 минут мы зарядим ее до 100, если будем использовать и солнце, и розетку. Это при идеальных условиях. 10 миллисекунд UPS. У нас есть UPS, вы сейчас смотрите вставку, где мы через UPS, пожалуйста, телевизор у нас работает, отключает леса у нас розеточку, и телевизор даже не понимает. UPS работает идеально, тут мы с вами меньше 10 миллисекунд, очень хорошо. Теперь по поводу переключения мощности. Переключение мощности очень классная тема. Объясню, бывает, когда у кого-то ограничения, допустим, по розетке, у кого-то бывает ограничения по шуму, потому что чем сильнее заряжается, чем быстрее заряжается и мощнее, тем, конечно же, будет быстрее заряжаться. Сейчас я вам еще покажу, здесь вот, смотрите, здесь есть такая штука. Вот, они так красиво еще расписывают, сколько на каждом из режимов будет у нас заряжаться. И мы переключаем, да, это действительно работает, это удобно, хорошо, если на 1000 Вт за 1 час 10 минут, то на 200 Ваттах 6 часов 45 минут. Вы должны сами регулировать, с какой скоростью заряжать, и чтобы она сильно не грелась и не сильно шумела. Конечно же, тут чистая синусоида. Можно использовать для чего угодно, я уже говорил про UPS и показывал. И BMS-инвертор. Перегрузка, низкие или высокие температуры, низкий или высокий вольтаж, сильный разряд или перезаряд, короткое замыкание. От всего есть защита. BMS-управление очень-очень крутое. Конечно же, литий-железофосфат, и для чего ее можно использовать. Можно использовать в путешествиях, конечно же, идеально подходит для подключения бытовых приборов, например, холодильник, например, газовые котлы отопления отлично работают, работают телевизоры, работают роутеры, все, что хотите. Но вы должны рассчитывать, что это всего лишь 1024 ватт-часа, допустим, роутер и холодильник и котел отопления у меня, у мамы в частном доме, вот примерно такой, она использует, правда, All Powers R1500, будет работать приблизительно часа 4. Этого более чем достаточно, даже чуть больше, у нее просто достаточно мощный котел отопления, у каждого свой котел. Тут надо рассчитывать по потреблению, и вы будете видеть, у нее достаточно информативный экранчик. Существует 3 версии этой power-станции, есть на 1 киловатт, есть на 2 киловатта и есть на 3840 ватт-часов, то есть на 3,8 киловатта. И стоят они, конечно же, разных денег, но я вам закинул в описании под видео ссылку на все эти power-станции. Давайте так. Вы поняли, где купить, заказывали через MP Shopping, пожалуйста, без проблем, переходим и уже тестируем. Ой-ой-ой, мои любимые тесты. Объясню вам. Дело в том, что если рассматривать эту портативную зарядку для путешествий, конечно же, для дачи, для чего угодно, или как для блэкаутов, как мы используем в Украине, то есть когда нет вообще света, то эта штука подходит нам для холодильников, для котлов отопления, и мы можем использовать, например, через удлинитель, подключить там все что угодно. Но начнем именно с вот этой штуки. По зарядке вы уже видели, по солнечным батареям видели, какие стандарты зарядки поддерживает у нас вот этот вот блок USB. Давайте смотрим, что у нас будет. Включаем стандарты зарядочки. Кстати, у нас, видите, индикация подключенных устройств есть. 100 Вт, пожалуйста. Это Power Delivery 3.
с Quick Charge 4+, Quick Charge 2, Quick Charge 3 12-20 вольт есть, AFC Samsung 12 вольт, FCP 12 вольт, SCP 40 ватт. Слушайте, ну прям очень хороший даже МТК PE1.1, PE2.0 есть. Очень классный набор быстрой зарядки, просто невероятный. Дальше второй порт, давайте смотрим, что у нас тут 20 ватт PPS, Power Delivery 3, Quick Charge до 12 вольт, чуть-чуть урезан порт, ну это вот, знаете, такое ограничение. Ну и цена у нас соответствующая, поддерживается Quick Charge 3, поддерживается у нас Samsung HFC, FCP, ну в принципе, оно МТК? Нет, МТК нет. Теперь посмотрим, что у нас по стандартам быстрой зарядки, сейчас я наклоню, вообще по стандартам зарядки на Type A. Здесь у нас Quick Charge 2 12 вольт, Quick Charge 3 тоже неплохо. Samsung быстрая зарядка, FCP быстрая зарядка, ну Samsung 9 вольт, FCP 9 вольт. МТК скорее всего нет. Есть обыкновенные 5 вольт, 2,4 ампера Apple, да, то есть есть. Здесь тоже нормальный вариант. Кстати, здесь включаемся, тоже смотрим. Давайте проверяем. Quick Charge 2, Quick Charge 3, все то же самое. То есть они дублирующие USB-A формата A, которые просто-напросто работают. Хорошо, хорошо, с этим все понятно. Следующим этапом, ну то, как работает все остальное, вы уже видели. Следующим этапом мы должны проверить максимальную нагрузку, которую нам заявляет производитель. Сможем ли мы здесь обеспечить 100 Вт? Включаем Power Delivery Trigger. Сейчас посмотрим. 20 вольт они заявляют, да? Вот мы смотрим. 20 вольт он подхватил. Поехали давать нагрузочку. Мы будем сравнивать сразу здесь и здесь. 36, здесь 39 с учетом, почему разница 36 и 39? Потому что у нас нагрузка еще отдельно потребляет через Type A дополнительную мощность, то есть на свою работу. Поэтому тут как бы все правильно. 37, 40, 50, 60, 70, 80, давайте 90, 104 ватта. Чистые 104 ватта спокойно держит. Ну, здесь 118 отдается нагрузкой, с питанием от нагрузки. То есть вот этот порт у нас отличный. Все, есть у нас, мы чуть-чуть его перегрузили. Защита сработала. Защита тоже работает идеально. То есть мы с вами понимаем, что все отлично. Давайте обнулим его. Все. Теперь Power Delivery проверяем второй порт. 12 вольт. И поехали нагонять. У нас здесь должно быть 20 ватт максимально. Сейчас увидим. 8, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 20. 21 даже. 21 ватт вытягивает. 21 ватт. Можем больше дать. Вытянет. 22 ватта. Все. Тут у меня вопросов нет. И теперь Type A порт, конечно же. У нас есть Quick Charge Trigger. Обязательно его сейчас включим. Сейчас посмотрим. Вот у нас пошел 17 ватт. 18 ватт он выдержал. Да, это то, что у нас максимально он нам показал 18 ватт на Type A. Это все отлично работает. Хорошо. По USB портам вопросов нет. То есть он подходит для зарядки дронов, смартфонов, чего угодно. Ну, можем мой смартфон, допустим, подключить на текущий момент. Сейчас я вам включу его, покажу. Вот, пожалуйста, мы берем Smart. Жалко, у меня OnePlus. Жалко, что нет поддержки Oppo. Ну, Oppo нет нигде поддержки. Настолько специфический, скажем так, стандарт зарядки, что, смотрите, быстрая зарядка. Со временем догонит на максимально, что может взять OnePlus от обыкновенного Power Delivery. Но тут уж есть как есть. Я уже не могу на это дело влиять, потому что Oppo нет. Здесь у нас прикольно, что показывает, сколько времени у нас осталось до конца. Например, при зарядке 17 ватт с моего смартфона, давайте там 17 ватт, то это там мне хватит его на 55 часов. Здесь у нас hours, вот на 48 часов, на 47, 46, 45. Короче, оно потом стабилизируется все после определенного
То есть у нас 100% все после определенного периода. С этим все понятно. Теперь розетки. Вот розетки мы все Power станции проверяем очень-очень просто. Вы видели, что у нас работает UPS. Но у нас есть вот такая вот штукенция. Мы включаем ее в одну. Во вторую мы включим нашу кофемашину. Объясню. Цель нашей проверки. Давай мы перевернем, а с той стороны сейчас включим. Сейчас. Нам же надо экранчик видеть. Цель нашей проверки. Вот эта штука, у нее есть две градации. Это 1 киловатт, это 2 киловатта. Мы, во-первых, проверим пусковой ток до 2,4, как они заявлялись. 2,1. Смотрим. 957. Давай, 2,1. Но вот на текущий момент она держит спокойно 900 ватт, вот как у нее 930, у нее от 900 до киловатта на единичке. То есть спокойно у нас розетка киловатт держит. Давай выключим. Включим двойку. Посмотрим, это сейчас тест на перегруз. Двойка 1247, все, 1248 ватт максимально она выдает. Вот эта штука, она имеет прямую нагрузку, то есть мы можем включить, и он ровно возьмет столько, сколько ему надо. 1248 ватт. Все, пожалуйста, работает. При том, что есть какие-то пиковые показатели. Например, вот смотрите, у нас эта штука всегда, когда включается кофеварка, у нее есть пиковый показатель, там 1248. Вот мы максимально, что на нее взяли. Далее она работает. Она сейчас отработает, покажет. Давайте смотрим. Сейчас она включится и перестанет. Вот, все, она у нас нагрелась, output 0, то есть она не выключилась, отлично. И мы можем приготовить даже кипяточек, да, там получить кофе. И вот при этом у нас будет там потребление там 51 ватт. Теперь пошло 1249, все, нам приготовило, теперь греется обратно. То есть эта штука подходит, но только до 1240 ватт, до 1,2 киловатта. Всем понятно? Как в школе, да? То есть теперь по UPS мы с вами уже тестировали. Здесь тестировать особо нечего. Давай кабель включим сейчас в переносочку. Теперь включаем нашу Power-станцию на зарядку. Объясню для чего. Есть еще один классный тест у нас. Есть еще один классный тест на UPS. Называется он у нас струйка воды. Смотрите, видите, у нас появилась UPS, он одновременно заряжается, показана правильная синусоида, то, что он там отдает. Мы включаем наливание воды, и мы выключаем кабель. Все. У нас струйка воды не прервалась, он не остановился, он как продолжил, так же, как и с телевизором, то же самое. То есть, фактически, она даже не почувствовала, кофемашина, что воды, что у нее прервался, скажем так, вот эта штука. Потому что вот эта кофемашина, она отстреливает мгновенно, если у нее отключить питание. То есть она просто останавливается и все, у нее отстреливает вот этот вот рычажок. Все. Ребят, давайте, наверное, сейчас сделаем выводы определенные. Я вот это отставляю все наши приборы, всю нашу эту снедь. Но для чего подойдет данная Power-станция? Отличное обеспечение аварийного питания вашей квартиры в расчете 1 киловатт. Это питание роутеров, допустим, если у вас оптика, питание медиаконвертера с роутерами, для того, чтобы интернет был, питание холодильника. В среднем холодильник потребляет до 100 ватт в час. То есть, если один холодильник, то этой Power-станции хватит на 10 часов. Если вы еще сюда подключили роутеры, то, в моем варианте, еще и, допустим, газовый котел отопления, либо горячей воды, именно газовый котел, то это будет там на 5-6 часов. Спокойно. Вы можете смотреть телевизор, вы можете все что угодно делать, вы можете купить 2 таких станции по такой цене и расставить по своей квартире. Очень удобно. Кемпинги, дачи, что еще? Путешествия, автодома. Отличная станция, особенно за ее цену. Киловаттничек с мощностью 1200 ватт получить еще та задача. Мы ее рекомендуем, ребят. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.